Канал Валерия Табакова представляет суд в деле об убийстве Фарион 13 февраля 2025 года. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Мы продолжаем нашу аналитику судебного процесса в деле об убийстве Фарион. Очередное судебное заседание состоялось 13 февраля 2025 года. В составе участников произошло единственное изменение. Вместо прокурора Данилев появился Петлеванный. В соответствии с заявленными ходатайствами велась прямая трансляция. Свидетелей, как этого требует Уголовный процессуальный кодекс Украины, в зале нет. Вначале Зинченко заявил два ходатайства. Первое о разрешении разговоров по телефону с отцом, и второе о том, чтобы его перевели в одиночную камеру. Что касается содержания одного в камере, то пенитенциарное учреждение само рекомендовало Зинченко обратиться в суд. Причина оказывается такая. В камере курят. Адвокат Сулейма заявил, что помещение Зинченко в камеру с курящими – это фактически пытки табачным дымом. Романюк же, адвокат потерпевший, считает, что в этом пыток нет, поскольку в Украине равноправие и условия для всех равны. И поэтому Зинченко должен терпеть этот табачный дым. Насчет переговоров по телефону с отцом Немировский поддержал Сулейму, но Романюк сказала, что с мамой Зинченко было разрешено разговаривать из-за того, что проводились негласные следственные действия, то есть прослушка. Сейчас НСД не проводится, но Зинченко заявил, что с матерью ему разрешили разговаривать уже после того, как досудебное следствие закончилось. Суд удалился в совещательную комнату. Об этом можно сказать следующее. Почему бы Немировскому не закурить прямо в зале суда? В Украине же равноправие. Как вы, друзья, считаете? Ходатайство о телефонных звонках отцу суд удовлетворил. Ходатайство же о содержании в одиночной камере отклонено. Определения обжалованию не подлежат. То есть равноправие восторжествовало. Так что, друзья, можете курить везде, где вам вздумается. Суд признает это законным. Далее Немировский заявил ходатайство о присоединении к материалам дела рецензии экспертного центра «Альтернатива» на портретоведческую экспертизу. Прокурор не возражал. Рецензия присоединена к материалам дела. На этом подготовительные действия перед началом рассмотрения дела по сути были закончены. Началось судебное рассмотрение. Прокурор зачитывает обвинительный акт. Кстати, друзья, с текстом этого акта мне так и не удалось ознакомиться до этого момента. И вот, наконец-то, прокурор его оглашает. В тексте акта говорится, что Зинченко в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах, приобрел неустановленное огнестрельное оружие – пистолет. Этот неустановленный пистолет, хотя непонятно, как следствие установило, что это именно пистолет, был, по мнению прокурора, переделан из пистолета Макарова или похожего на него. Точных данных огнестрельного оружия не установлено. Калибр 9 на 18 мм. Откуда калибр, если пули нет? От гильзы? Далее прокурор продолжает. Зинченко 19.07.2024 года находился в районе детской площадки на Масарика-3 в городе Львов. Но до этого, 24 апреля, Зинченко присоединился к группе White Power, а 27 апреля к группе Adren Down Metal. И поэтому у Зинченко в результате присоединения к группам в Telegram появились убеждения о дискриминации русскоговорящих граждан Украины. И возникли неприязненные отношения к Фарион, поскольку она, по его убеждениям, раскалывала народное единство Украины. Так что, друзья, осторожней. Полиция факт присоединения к группам в Telegram трактует так, что вы считаетесь человеком, поддерживающим идеи, публикуемые в группе. А если вы смотрите, не дай бог, Киселева
или Соловьева, ну, сами понимаете что. Но, как вы понимаете, то для сторонников Фарион я спешу пояснить, что то, что я сказал вот перед этим буквально, это сарказм. Кстати, сарказм в Украине по неподтвержденным сведениям не запрещен. Но это тоже снова сарказм, друзья. Далее прокурор на полном серьезе продолжил нечленораздельно бормотать себе под нос текст акта и сообщил, что после посещения групп Зинченко на почве национальной нетерпимости запланировал убийство. Фарион, как утверждает прокурор, публицистка и блогерка, и поэтому, по его мнению, она является общественным деятелем. Ну, тогда и я, друзья, получается, общественный деятель. А что? Смотрите, не обижайте меня. А не то вы же знаете, что в Украине запрещено распространять клевету против общественных деятелей. Ну, это опять полусарказм. Прокурор продолжил. Зинченко искал и собирал информацию о потерпевшей. Место работы Фарион, пути подхода и отхода в месте жительства Фарион, места размещения камер видеонаблюдения, а также приобрел и использовал средства маскировки. В 17:07 19.07.2024 года Зинченко прибыл на Масарика-3 примерно с 19:20 по 19:22. Зинченко с места лавки и двух стульев быстро приблизился к потерпевшей на расстоянии около 2 метров. Произвел один прицельный выстрел в голову, в результате чего причинил потерпевшей огнестрельное пулевое проникающее ранение. В результате этого в 23:20 Фарион умерла. И поэтому прокурор считает, что Зинченко якобы обоснованно обвиняется в совершении преступления пункты 8.14, часть 2, статья 115 Уголовного кодекса Украины. Убийство общественного деятеля с мотивом национальной ненависти. Но, друзья, оказывается, стать общественным деятелем можно, оскорбив пару раз русскоговорящих сограждан прямо в общественном месте, ну или в интернет. Так что дерзайте. Что из этого получится, вы же понимаете. И сторонники Фарион тоже уже, я надеюсь, поняли. Если до сих пор не понимали, то Петлеванный им популярно разъяснил. Оказывается, есть такое сообщество под названием White Power, которое рассматривает деятельность сторонников Фарион как дискриминацию русскоговорящих и убивает обидчиков по мотивам национальной ненависти за раскол украинского общества. Далее Романюк, адвокат Софии Особы, огласила гражданский иск к Зинченко на 15 миллионов. Нужно отметить, что Романюк, зачитывая иск, сообщила адрес СИЗО, где находится в данный момент Зинченко. Это город Львов, улица Городоцкая. Это, как вы понимаете, персональные данные, за разглашение которых полагается юридическая ответственность. К такой ответственности уже сейчас Зинченко может привлечь адвоката Романок. И такое разглашение не безобидно, как не безобидным было в свое время разглашение Фарион персональных данных крымского студента, за что СБУ возбудила уголовное дело против убитой, но так и не довела его до конца в связи со смертью Фарион. Но пойдем дальше. В результате выстрела, а реально был ли выстрел, или это была слуховая галлюцинация? Но Романюк считает, что то, что слышала одна из соседок Фарион, было звуком выстрела. Так вот, поскольку в результате прозвучавшего звука произошло повреждение основания черепа Фарион, которая в муках умерла, а София получила моральный вред. Кроме этого, Фарион, как сообщила Романек, была бабушкой и помогала воспитывать внуков. Насколько известно, Фарион воспитывала внуков в духе ненависти к русскоговорящим, приблизительно в духе сына Рамзана Кадырова,
избившего подозреваемого в тюрьме за надругательство над Кораном. Так вот, София, видя предсмертные мучения Фарион, получила душевную травму, психическое расстройство, встала на учет к психиатру и начала посещать сеансы психотерапии. По этому поводу лучше провести судебно-психиатрическую экспертизу Софии Особы на предмет реальности психического расстройства и, что очень важно, момента, когда это психическое расстройство наступило. Ведь может оказаться, что Особа уже до момента убийства ее матери была психически больна. Так что адвокатам Зинченко стоит подумать о том, чтобы ходатайствовать о судебно-психиатрической экспертизе в отношении Софии Особы. Далее суд задал несколько вопросов Зинченко. На вопросы суда Зинченко сообщил, что учится заочно в институте, смысл обвинения понимает, виновным себя не признает. От дачи показаний на данном этапе судебного рассмотрения отказался. Далее суд приступил к обсуждению порядка исследования доказательств и выступлению сторон. Слово взял прокурор. Он считает, что Фарион осуществляла общественно полезную деятельность и предложил следующий порядок исследования доказательств. Начать с письменных, потом допросить потерпевшую, потом допросить свидетелей, после этого исследовать вещественные доказательства, в исследовании которых возникнет необходимость, потом исследовать доказательства стороны защиты, потом допросить обвиняемого и потом перейти к материалам гражданского иска. Затем выступил адвокат Немировский. Правовая позиция защиты, как сообщил адвокат, состоит в том, что Зинченко был не изобличен в преступлении, а назначен убийцей. Следствие субъективно оценило видео и увидело, как Зинченко передвигается по Львову, сопоставило его с человеком в панамке и очках и решила, что Зинченко похож. Несоответствие видеокамер по времени, которые показывают, что Зинченко и Ряженый находятся одновременно в двух разных местах, следствие устранило путем допроса 6 собственников камер, которые под копирку написали, что у одного камера опаздывает на 40 минут, у другого спешит на 13 минут. Быстрое задержание, считает Немировский, осуществлено в связи с тем, что министр внутренних дел Украины выступил с заявлением о том, что преступник разоблачен. Защита, как утверждает адвокат Немировский, докажет, что все то, что считается доказательствами, это всего-навсего предположение, а в некоторых случаях и фальсификация. Это относится как к свидетельским показаниям, так и ко всем экспертизам. Рецензия на портретную экспертизу, присоединенная к материалам дела, полностью разбивает портретную экспертизу, проведенную по заказу стороны обвинения. Кроме этого, исследование фотографии человека в панамке и очках при помощи искусственного интеллекта говорит о том, что исходная фотография человека в панамке и очках отредактирована, и что по этой фотографии нельзя сказать, где находился человек, зафиксированный в панамке и очках на фотографии. Также адвокат подверг сомнениям результаты 3 одерологических экспертиз. Нарушены процедуры и основания для проведения таких экспертиз. Адвокат считает, что нет ни одного прямого доказательства, которое указывает на то, что Зинченко действительно убил Фарион. Конфликта мировоззрений нет. У Зинченко в гардеробе футболка с портретом Бандеры. Он украинец, знает украинский язык. Адвокат боится, что с учетом того, что дело имеет большой общественный резонанс, будет использован админресурс, который может повлиять на суд. Далее выступил Сулейма. Он рассказал, что обвинение построено не на доказательствах, а на неустановленных обстоятельствах, произошедших в неустановленное время.
состоящих в том, что якобы Зинченко переносил неустановленное оружие. Доказательств того, что Зинченко приобрел, носил и использовал оружие, нет. Ракурс 1. Досудебное расследование не установило факты, подтверждающие факт использования, хранения и приобретения Зинченко оружия. Зинченко не учился во Львовской политехнике, не контактировал с Фарион, не читал ее книжки. И когда Фарион исполняла общественные обязанности, то Зинченко было 12 лет. По поводу порядка исследования доказательств Сулейма потребовал исследовать все материалы дела, а не только выборочно исследовать из 30 томов материалов дела только 1, 2, 3, 4, а потом 14 тома. Сулейма требует исследовать все. Перечень свидетелей защита подаст на следующем заседании. Суд согласился с тем, что сторона защиты подаст список доказательств на следующем заседании. Порядок исследования доказательств суд установил такой. Вначале письменное доказательство, потом допрос свидетелей, вещественные доказательства, потом доказательства стороны защиты, а потом уже материалы гражданского иска. Сулейма просил исследовать все доказательства вместе с их приложениями, то есть вместе с протоколом исследовать как видеоматериалы, так и другие приложения к этому протоколу. Суд сообщил, что поскольку свидетели не должны знать, какие имеются доказательства, и ведется прямая трансляция, то на момент начала исследования доказательств прямая трансляция будет остановлена. Следующее заседание назначено на 26 февраля на 11 часов, 10 марта 10:30 и 13 марта 10:30. Вот, друзья, и все, что произошло 13 февраля 2025 года в суде по обвинению Зинченко в убийстве Фарион. Будем следить за тем, как разворачиваются события, как движется процесс. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, донатьте. До новых встреч!